Всех приветствую на нашем канале Линд. Сегодня делюсь с вами своим рецептом теста для пирогов и пирожков в духовке. Тесто просто шикарное, и этим рецептом я пользуюсь уже более 15 лет. Приступаем к приготовлению. Пол-литра теплой воды, градусов 28-30, 20 грамм дрожжей. Перемешиваем. С этого теста, с этого рецепта выход большой. Получается или 2 закрытых пирога и 1 открытый. Или, допустим, закрытый пирог и пирожки. То есть выход достаточно большой. 5 яиц. Сто грамм сахара. Две щепотки соли. Тесто получается нейтральным. Если вы делаете только сладкую начинку или только соленую начинку, тогда можно или только подсластить тесто, или только подсахарить. У меня получается нейтральное, потому что я буду из этого теста делать и соленую начинку, и сладкую. Сто 60 грамм растительного масла. Двести 50 грамм сметаны. Сколько ушло муки, я скажу вам после замеса точно. Обычно уходит где-то в районе килограмма. Но опять-таки это нужно будет смотреть по вашей муке. Тесто мукой забивать не нужно. Оно должно быть очень мягкое. Главное довести до состояния, когда оно перестанет прилипать к рукам. И все. И на этом остановиться. Тесто быстрое, поднимается быстро, хорошо. И поднимается только один раз. Поднялось хорошо, все, начинаем с ним работать. Муку добавляем постепенно. Сразу не закидываем весь объем. И потихонечку подсыпаем. Это тесто я использую для выпечки в духовке. Если честно, я на нем ни разу не жарила, только пеку. Поэтому даже не знаю, подходит это тесто для жарки или нет. Так, все, смотрите. На муке мы останавливаемся. Все, оно уже сильно к рукам не липнет. И при этом мягкое. Муки у меня ушло кило 350. Вы смотрите по своей муке. Кастрюля у меня большая, 7-литровая. Да, здесь важно взять большую посуду. Все, накрываем пленкой.
крышкой, полотенцами и убираем в теплое место. Я сегодня готовлю булочки с начинкой из замороженной черешни. Как сделать ягодную начинку для пирогов и пирожков, которая не будет вытекать, я показала и рассказала в видео, которое уже вышло на канале. Обязательно оставлю подсказку в правом верхнем углу экрана, а также ссылочку под видео в описании. Здесь же уже не буду повторяться, просто покажу процесс, чтобы не тратить ваше время. Начинку готовлю заранее, чтобы она полностью остыла. Прошло менее 1,5 часа, все наше тесто уже выпрыгивает. Тесто обминаем, делим его на части. Вот смотрите, оно практически не липнет к рукам, чуть-чуть. Готовить его можно, то есть если пирожки, можно небольшие кусочки брать, руки маслом смазать. Если будете катать на муке, естественно, она будет потоньше. Собираю вот так в кучку. Смазываем яйцом. И посыпаем крошкой. Рецепт штрейзельной крошки уже вышел на канале. Обязательно оставлю ссылочку под видео. Ставим в теплое место на расстойку. 180 градусов. Булочки наши немножко подошли. И пошли в духовку. Так, очень быстро. Булочки практически здесь 15 минут. Вот такие классные получились пирожки-булочки. Ну все, наши пирожки-булочки готовы. Готовьте с удовольствием. Не забывайте подписываться. Всем пока-пока и удачи!